спорт, видимо, закаляет, и большая часть медалей завоевана через большую боль, большие травмы, через такое упорство, которое есть у Димы, и волю к победе, когда он, стиснув зубы, поднимает штангу, и ты понимаешь, что насколько ему это больно делать, но он не сдается. Да, он мужик, он со своим характером, не идущий навстречу, не уступающий. Но вот я, собственно, его за это и люблю. Его жизнь – это вот этот спорт в данный момент. И будь добра, уважительно относиться. Если ты не будешь любить его дело, то тебе, в принципе, нечего рядом с ним вообще делать. Мы всегда были на расстоянии. Я всегда был сфокусирован на спорте. Вот. Это, конечно, оно, с одной стороны, и моя черта, наверное, характера, да, такая, что я стараюсь не показывать свои чувства, да, я их держу в себе. И еще давило то, что я готовился к соревнованиям, я был постоянно на сборах, я был постоянно как в коконе. Когда он раньше уезжал на сборы, боже мой, я рыдала. Несколько дней от себя прихожу, вообще просто невменяемая. Потому что, когда я вышла замуж, мне как-то за плечом мужа все время рядом, а потом так раз и один. И потом уже с ребенком один постоянно, и все какие-то проблемы тоже решаешь один. Вот он меня вот этими своими поездками приучил к очень самостоятельной жизни. За столько лет он очень редко ездил сам на такси. Я жертвую той же работы или там тренеров, чем угодно, но он всегда у меня в приоритете встретить и проводить. Когда я знаю, что Лена едет меня встречать в аэропорту, мне это приятно. Потом у меня такое целое событие, я вернулся домой. Я хочу с ней общаться от аэропорта и до дома, потому что если я буду ехать с водителем, то это другие 2 часа. У нас даже такая традиция есть. Мы выезжаем в аэропорт часа за 4, мне кажется. Садимся в кафе, пьем кофе, общаемся, у нас такое свидание. Когда люди слишком много вместе, то они перестают многие вещи ценить. Для них кажется, это все обычно. Встреча в аэропорту – это очень необычно, потому что они постоянно вместе. И вот в машине посидеть не кайф, в пробках, да. Расставания долгие, они мне сыграли в плюс. Я доказывала, когда мы встречались, что я вообще умею ждать. Потому что спортсмены, да, вот эти постоянные разъезды, я знала, на что я подписываюсь. Я также переживала, я ждала эти соревнования, все эти подготовки. Я прожила сколько на сборах, на тренировки ходила. И все прошло. Они-то познакомились на сборах в Таганроге. У нас очень много спортсменов, кто и знакомился в Таганроге, и сыграли свадьбы в Таганроге. Когда мы с ним познакомились, я, по сути, еще не понимала, что такое тяжелая атлетика для меня. Ну, спортсмен. И тут он мне сообщает, что он выиграл чемпионат мира. Я даже не понимала еще крутость того, что насколько вот это 3 золотые медали. Не просто там, то есть он везде стал первый. Ну, а дальше вот уже пошли мы вместе завоевывать мир. Дмитрий Клоков – российский тяжелоатлет, сын советского штангиста Вячеслава Клокова. Выступал в весовых категориях до и свыше 105 килограммов. Чемпион мира 2005 года, чемпион Европы 2010 года, 3-кратный чемпион России. Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине. В 2015 году объявил о завершении спортивной карьеры. Не было у него там «выходи за меня замуж». Было «выходи меня замуж» по СМС-ке. Уехала на чемпионат мира в 2006 году и прислал мне 3 СМС. «Выходи за меня замуж». Я же согласилась. Я же приехала в Москву его встречать потом. С неподозрением вообще на свадьбу. Просто увидеть его. Меня еле-еле отпустил папа, потому что у меня учебный год. Я встречаю его, он такой раз, ну, чемодан, да, небольшой. Я, что чемодан? Он такой, ну как, у нас же свадьба. Я такая, какая у нас свадьба? Он говорит, подожди, я тебе писал? Писал. Ты согласилась? Согласилась. Какие могут быть претензии? Свадьба была спортивная, у меня было очень много чемпионов, 20-25 штангистов.
и из них где-то 5 олимпийских чемпионов. Она потом уже призналась, что она точно не хотела со мной строить никаких отношений. И определенная слава, она из уст в уста ходила. Сегодня он с одной девушкой познакомился, завтра его смотришь, он уже с другой девушкой, послезавтра он уже с третьей девушкой, и так далее, и так далее. А тут вроде опять с Леной, опять с Леной, опять с Леной. И тут уже, естественно, многие ребята, и в частности и я, начали понимать, что это уже серьезно. Он уезжает, все, я на сборы. На сборы. 2 недели максимум. Все, покупай билет, прилетай, я больше тут не могу. Когда родилась Настя, я уже так не ездила. И то он так просил приезжать, я брала грудного ребенка и приезжала на сборы. Я практически на руках с ней спала, он в своем графике, она в своем графике. Мне всегда хотелось, чтобы девушка у меня была с деревни. И, в принципе, вот оно так и получилось. Она у меня умеет очень клево готовить, потому что она с деревни. Она у меня не избалованная, потому что она у меня с деревни. Я первое время из супермаркетов голодная выходила. Я не могла покупать ничего. Я похожу кругами фрукты, овощи и выхожу обратно. То есть я привыкла, я приезжаю на рынок, я знаю, что это вчера вечером еще только росло. Можно сказать, все мое детство прошло это вот рядом с животными, потому что мы жили в сельской местности, и, в принципе, у нас очень много было разных животных дома, и я за ними ухаживала. Я с детства привыкла вести все хозяйство сама. Мама так приучила. Суббота – это день чистоты у нас. То есть мне до сих пор не в субботу нужно проснуться и сначала навести порядок. Собраться и нанять персонал в дом не могу. Вот я утром просыпаюсь раньше, уезжаю на работу, он приезжает, говорит: ты поел, ты позавтракал? То есть меня дома нет, мы не кушаем. Избаловала меня. Вот она меня в основном по супам. Я там нахваливал, что ты специалист. Люди подумают: да что, конечно, больше научилась за 10 лет готовить профессионально. Обязанности вообще, в принципе, все на мне. Те же сумки, по большей части, ношу я, потому что я его встречаю, когда готовлю, да, к его приезду. Кто тащит сумки? Я. Где он? Сущность женщины, которая любит, с каким бы характером она ни была, уметь в определенной ситуации пойти навстречу, промолчать, закрыть глаза, там, и сказать: хорошо, любимый, пусть будет так. Смотри, как они красиво Давай висят. Висят, давай. Вот так. Заколку надо. Ну, хватит. Характер не девочка, такой цветочек, который будет молчать, сидеть. Там боевик такой же, как папа. Поэтому, если ее не воспитывать, то будет всем хуже через несколько лет. Мама, она жесткая, но так и надо, потому что я вот, например, даже вчера мы там допоздна с Лего собирали с дочкой, да, а потом начали с ней там играть. И вот я не могу с Настей сказать: Настя, все, прекращаем играть, иди спать. А Лена жестко говорит: иди спать, потому что она знает, что надо утром вставать. Давай еще раз. Я тебе сейчас зану. Еще раз. Хват пошире сделай. До конца. Вот, поближе подойди к штанге. Вот это уже нормально, это же по-человечески. Очень ждал. Тест на беременность, как увидел у него, он сознание не потерял. Он там, она родилась, он с тренировки летел. Без меня не гуляйте, звонит. Вы ходили гулять или не ходили? Я уже еду. Он с этой коляской носился, как ненормально. Он ее купал. Хотя она скучает, вижу папу все время, там, спрашивает, уже знает, когда он там улетает, прилетает. То есть у них своя история общения. Когда у него случилась очень большая травма, и когда вот он просто звонил и говорил, что все, я съезжаю со сборов, какая карьера? Я: подожди же, стоп, ничего, сделаем. И не надо панику разводить, что что-то плохо. Пусть тебе плохо, но ты покажи, что ты боец, и что ты в него веришь, что ты мужик, и я в тебе верю, и что ты дойдешь до конца, и у тебя все получится.
готовиться. А это все напрягает, это очень именно бьет по психике. И нужен человек, который будет рядом, который поможет. Для кого-то это тренер, для кого-то это друг, для кого-то это еще какой-то человек. Но для Димы это была именно Лена, которая вот помогла ему сохранить и довести его до Олимпиады, где он показал свой лучший результат. Дмитрий Клоков. 230. И держит Клоков 230 килограммов. 230 на первой своей Олимпиаде. Спасибо. Это медаль моя. Я знала, что Олимпиада в августе. И когда мне Дима говорит, что я выступаю 18 августа, я говорю, как 18-го? В этот же день, но только 3 года ранее, мы с ней познакомились, и, конечно же, мне хотелось что-то преподнести в этот момент. Да. Даже подтверждал, что это придает какую-то другую силу. То есть ты вот прям в таком кураже, чтобы действительно выиграть, поднять, что-то подарить любимое. И до, и после говорил, что это будет дата очень знаменательная для меня, и все, что получится, это все будет для нее. Когда он сходил с помоста, он крикнул, что «Лена, это для тебя». Я от телевизора не отходила, я смотрела все новости по всем каналам. Он фиксирует 230 килограммов. Третьей попыткой обходит Дмитрия Лапикова, перемещая Лапикова на 3-ю строчку. Наши с вами штангисты российские закончили выступление. Есть только один Игорь Разоренов, который может... Он очень интересный, симпатичный мужчина, правильно? Спортивный, да, прогрессирует, мотивирует всех. И понятно, что очень много женщин, которые вокруг крутятся, да. На больших гонках нас искусственно в монтаже с Эвелиной Блёдан свели. И Лена говорит, это что, я не поняла, это ты что там во Франции делала? А я говорю, я такого вообще не видел. То есть это было смонтировано. Это было такое вот ревность какая-то, которая меня съедала, изнутри съедала прям. На что мне Дима всегда вот так вот меня... Слушай, вот я женился, потому что оно мне надо было уже. Я уже чувствую, что готов. Просто как бы, когда я тебя увидел, я это понял. Но то, что ты ревнуешь, ты сама себя съедаешь. Ты будешь болеть, то есть там нервы себе делать, там переживать каждый раз. Я тебе сказал, как есть. То есть все, вопрос закрыт. Я реально начал доказывать, что такого не было. Потом я стал это понимать, как это все происходит, да. Уже танцы со звездами. Нам это говорили, что примерно будет что-то происходить между вами и Свиридовой. Сказали, вот вы будете хорошо смотреться. Ну да, я сказала, да, ничего такой. Парень хороший. Меня немножко даже приятно удивил поначалу тот факт, что он как-то очень тепло сразу отзывался о семье. Сразу стал показывать фотографии, вот это вот так, а вот это вот так, и как я рад, что вот мы тут были здесь или здесь. И как-то, вы знаете, меня это очень-очень подкупило. Она понимает, что это часть моей работы, и неотъемлемая часть, нужная часть. Вот, и поэтому она все это принимает. Но она от этого не кайфует, ей это не нужно. У Лены был день рождения. И она пришла, она тихенько сидела всю репетицию. И репетировали мы поздно. Дима где-то в 12 часу говорит, все, мы уже пойдем. Говорит, у Ленки-то день рождения сегодня. И она хоть бы слово сказала. Вот я себя представила на этом месте. Я бы сказала, да все, вы там кончайте, пошли гулять. Вот она, конечно, настоящая жена декабриста. Самый тяжелый момент был в 2012 году, когда я не поехал на Олимпиаду. Меня сняли там со всех зарплат. Ну, много всякого было. В одночасье закончилось все. Ты травмировался, про тебя забыли. А у нас Настя появилась маленькая. Вот, и здесь, конечно, она нормально себя проявила. И по работе пошла. У Димы пришла идея, он бредил производством спортивной одежды, причем и российского производства. Мы брали белые штаны, белую футболку, и маркером Дима вечерами сидел, рисовал галочки. У нас не вкус совпадает.
это очень важно. Если мы зайдем в один магазин, в большой магазин, мы все равно остановимся возле одной вещи, возле одного цвета, возле одной модели. Когда так все идет в унисон, то, конечно, хорошо, когда это еще и твой бизнес-партнер. Я прихожу, и мне кладут вот такую пачку документов на фирму, сайт полуготовый. Это минимум отшитой одежды. Самая большая ответственность – это, конечно, ставить фамилию на каждой вещи. Ты пишешь на каждой вещи Clock of D. То есть человек знает, чья это одежда. Соответственно, спрос с нее больше. Да? Я никогда этим не занималась. Мне интересно этому научиться. Когда у меня не получается, когда у меня там прям я очень расстроена, он это видит, он в это не вмешивается, и проблемы решать он не помогает. Ты же директор у меня. Ну, давай. Трудиться в этом, разбираться, это не для него. А вот он вроде как идейный вдохновитель, придумал, а Лена уже все делает. Я говорю, ну ты же у меня терминатор. Ты же у меня терминатор. Ты же у меня можешь все. Конкретно он меня называет терминатор. Вот нормально? Я говорю, я не терминатор иногда, я женщина. Я всегда это говорил, женщина должна работать, потому что на работе она чувствует развитие, она чувствует, что она не чахнет дома, то, что она не забивает себя, да, и она должна общаться с народом, она должна общаться с другими мужчинами. Мне очень нравится. Я прям вот окунулась, особенно когда вот в эти ткани, вот, придумки. Для девочки, мне кажется, в ровесе. Мало того, что производитель, ты еще сам спортсмен. Тоже немаловажно. Производитель спортивной одежды должен быть спортсменом. Потому что он должен понимать, в чем удобно тренироваться, в чем удобно ходить. У спортсмена жена должна быть спортивной только из-за того, чтобы она понимала, что такое спорт. Поэтому, когда мы познакомились, конечно же, я ее пихал в спорт, брал ее с собой. Она должна просто была говорить со мной на одном понятном мне языке. Сейчас, если вы спросите, что такое качок, что такое штангист, она понимает эту разницу, да? Но то, что она не хотела, то, что для нее это было кардинально новое, что ее тело было не готово к этому, что ее голова к этому была не готова, да, приходилось через разные ухищрения, через красивые кроссовочки, через красивые костюмчики вот, к спорту приучать. А мне всегда одно пугало в отношениях, что там загадка женщины, ну, как прочитанная книга. А вот нет, вот всегда можно удивить чем-то. Иногда даже саму себя можно удивить, не ожидая от себя. Пример та же штанга. Мы с ним даже не начинали заниматься тяжелой атлетикой. Первый раз делала рывок со штангой. То есть и он такой, ты меня удивила, откуда ты умеешь все? Мне настолько стало это интересно. У меня никогда не было своего фитнес-тренера. Я всегда занималась одна. То есть я учила свое тело, я вот все прочувствовала сама. То есть мне хотелось просто реально стать фитнес-инструктором. Далее, сегодня это день, когда я официально объявляю о том, что я заканчиваю свою спортивную карьеру и никогда больше не буду выступать. На чемпионат мира, чемпионат Европы, даже если я не хотел, я не знаю, если я хочу, но рано или поздно это надо сделать. Боже мой, да я перекрестилась, когда это закончилось. Потому что ты живешь в стрессе каком-то постоянном. На самом деле, каждая тренировка ты переживаешь. Когда соревнования, это вообще отдельная тема. То есть ты настолько переживаешь, что потом ты болеешь. Он очень много раз ездил на чемпионаты мира, на чемпионаты Европы, Олимпийские игры.
И каждый раз он приезжал с медалью. Это тоже ценно и не менее ценно, потому что сохранить себя очень много лет в спорте, я считаю, это даже намного тяжелее, чем просто один раз выстрелить. Поэтому вот это его заслуги именно для нашей страны. Дима молодец в том, что он популяризирует вот такой вид спорта, который всегда казался очень закрытым для широкой публики. Все-таки народ стал заниматься больше тяжелой атлетикой. И я это вижу вот среди даже своих друзей. Смотря на все эти медали, основную, самую дорогую медаль, ты реально осознаешь, что это тоже вот твоя такая частичка твоей жизни здесь, потому что я пришла в спорт с Димой, и я прожила с ним эту жизнь тяжелоатлета. Мы готовились, можно сказать, всегда к соревнованиям вместе. То есть я в каждой ситуации старалась его поддерживать и придавать сил. Спортсмен очень сильно нуждается вот в поддержке семьи, в поддержке этих близких людей, которые должны быть постоянно рядом. Вот они должны постоянно подпитывать и постоянно говорить, что нет, 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 ты не один против мира, мы с тобой. Ему все время хочется прогулять мою работу, чтобы там где-то просто побыть вместе. Так, все внимание приковано к Григорьевне. Ну хватит, а? Лена, по стрелочке, по зеленой, давай. А вы кататься-то будете, нет? Вы кататься пришли или постоять? Сейчас я не могу сказать, что я живу его жизнь. Сейчас вот мы проживаем нашу жизнь. Мы идем к единой цели. Мы хотим через несколько лет еще одного ребенка родить. Не как получится, а хочется вот прям как хочется. Когда вот ты можешь ребенку посвятить время. Тебе не надо куда-то нестись, чем-то жертвовать. Я хочу, чтобы с этим ребенком папа был больше. Дима задал очень высокую планку мужчины. Для меня вот этот мужик. То есть, да, в нем не хватает там романтики какого-то там сю-сю-пусю, но как мы, девочки, все это любим. Но, по сути, на самом деле, он все равно это отдает. Не наигранно, а вот действительно, как оно есть, он это отдает, свою любовь, свое внимание. 10 лет практически прошло, еще ни разу не было такого, чтобы я даже сам перед собой усомнился, что это была какая-то ошибка или что-то неправильно. Все было очень вовремя, и она, конечно, для меня идеальна.